Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Сегодня мы поговорим о 97-й главе перерождения в слизь. На поле боя, где происходила заварушка, устроенная 7 столпами, прибыла Люминас Валентайн. И как я говорил в прошлом ролике по слизи, она была совсем не в восторге от того, что устроили ее ближайшие подчиненные. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с полнейшего шока в лице окружающих святых рыцарей, ведь пришедший Луис, святой император, которого они еще видели как минимум на собрании, объявил, что стоящая рядом с ним девушка была их богом, которую они называли Люмина. Святые рыцари были просто поражены столь внезапной новости, ведь они и представить себе не могли, что тот, на ком и строилась вся эта религия Люминус, действительно существует. Кто-то сразу же смог принять это как должное, раз уж это сообщил сам священный император, а кто-то считал это все наглой ложью, но не суть. Сейчас главной задачей было спасение Хинаты, которая была в критическом состоянии. Она буквально находилась на волоске от неминуемой гибели, поскольку все то, что пытался сделать Римуру, было тщетным, так как тело Сакагучи отвергало его магию. И сейчас у владыки демонов было сомнение, а можно ли вообще будет ее спасти. Но тут, используя святую магию, Люминас Валентайн в прямом смысле воскрешает свою почти что мертвую последовательницу. Позже это действие Римуру прозвал действительно чудом божьим, ибо от тяжелого ранения не осталось и следа. В этот момент, когда Хината находилась еще без сознания, нам показали немного ее воспоминаний из прошлого, а именно то, как она попала в иной мир. Произошло это просто как по щелчку пальца. Девчонка шла со школы домой, и тут бац, оказалась совсем в незнакомом месте, где ее встретили, так сказать, не совсем лучшим образом, ибо попала она прямиком в руки разбойников, только что совершивших приличную резню. А эту новенькую они хотели изнасиловать, а потом продать в какой-нибудь бордель. Но тут еще, как сказать, кому больше всего не повезло. Девчонка, как оказалось, уже была с приветом, ибо в детстве она убила собственного отца, поскольку тот издевался над ее матерью. Ликвидировав батю, Хината намеревалась сделать лучшее для своей семьи, но все вышло в точности да наоборот. Мать не смогла смириться со смертью мужа, поскольку любила его, несмотря на то долбанное издевательство. А после по уши пошла в религию, так как там она могла слышать то, что действительно хотела, а про свою дочь благополучно забыла, в конце концов перестав даже принимать ее мнение. Так что, находясь в такой западне, она решила вдоволь выпустить пар на этих бандитах, ибо ее бесило то, что все постоянно что-то отнимают у нее. Собственно, тогда-то она и получила навык узурпатор. А разобравшись с противниками, к Хинате пришла мысль, что может быть на самом деле это не мать с отцом были странными, а в действительности сломалась именно она. После этого Сакагучи познакомилась с Сидзуэ-сан, которая единственная на тот момент протянула ей руку помощи. Она путешествовала вместе с ней, приняла ее в свои ученики, за что девчонка
была ей очень благодарна. Хоть Хината и дорожила ей, но в конце концов она покинула компанию своего учителя, так как боялась сильно привязаться к ней, поскольку Сидзуя очень сильно напоминала ей ее маму, а очередное такое расставание она могла просто не выдержать. Вот только это был последний раз, когда они виделись, и сейчас ей, наверное, еще очень много чего хотелось узнать, но это теперь невозможно, ибо учителя больше не было в живых. Однако как же сильно у нее ушло сердце в пятки, когда, очнувшись, ей померещилась Сидзуя-сан, которую она так сильно хотела увидеть, но на самом деле это был Римуру, что несколько огорчило ее. Теперь же настала очередь Валентайн вынести приговор виновникам, намеревающихся убить ее последователей, и здесь Люминас была совсем неблагосклонна к 7 дням. Она была раздражена, что те, кто был ближе всех к ней, решили строить свои планы за кулисами, а более того, хотели убить святых рыцарей. Старики хоть и просили пощады, но приговор уже был приведен в действие, и с небес снизошла невидимая длань Бога, озарившая их благословением смерти, после чего в считанные секунды стерла душу и тело этих столпов с лица земли. Что ж, виновники были наказаны. К тому же Диабло уже доложил Римуру, что также разобрался с проблемными стариками и одновременно смог снять с себя обвинения. В общем, владыка демонов был очень рад, что все в итоге закончилось хорошо и удалось избежать тотальной войны с Любелиусом. Но все было хорошо ровно до того момента, пока сюда не решил явиться Вильдора и не разболтал всем, что Люминас Валентайн на самом деле владыка демонов и имеет прозвище Королева Кошмара. Он наконец-то вспомнил ее имя, но сделал это таким хреновым образом, что смог сбить с ног буквально всех. А ведь Римуру пытался остановить его, но было уже поздно. Эта выходка была последней каплей для Валентайн. Она была вне себя от ярости, ибо в который раз этот дракон портит ей жизнь. То замок разрушит, то теперь раскрыл приспешникам религии Люминас ее истинную личность. А я напоминаю, что они только сегодня узнали, что их бог вообще существует. Да и к тому же он был владыкой демонов, что просто разрушило все понимание картины мира святых рыцарей. И теперь непонятно, как западная церковь будет разгребать все это дерьмо. Но Вильдора в конечном итоге получил хорошенький такой удар в кабину. Последнего из 7 дней Грена убил один из слуг Хинаты благодаря заклинанию распада, заключенному в кулон. О его смерти тут же узнал Гренвилл Роза, который как раз и стоит во главе этого заговора. Именно ему была выгодна смерть Сакагучи. А про гибель Грена он узнал, поскольку тот делил с ним духовное тело. И раз уж он погиб, значит вся операция пошла коту под хвост. К этому времени к его резиденции прибыла также еще и Глента, которая рассказала, что Диабло уничтожил тех 3 столпов, и они банально недооценили возможностей этого демона. К тому же Эдуард, нынешний король Фалмаса, объявил своим преемником героя Йому, так что все в итоге пошло именно так, как задумывал Римуру. И с этими новостями о провальной операции Марибель, еще один иномирец и ближайший преемник Гренвилла, заявила, что владыка демонов Римуру и его город представляет теперь большую угрозу, поскольку теперь они начнут экономически, налаживая свои схемы, управлять этим миром. Хотя это не то, чего желает Римуру, но процветание Темпеста будет вредить их организации, так как именно они, находясь в тени, намереваются управлять всеми королевствами. И эта Марибель позарилась на Римуру Темпеста, говоря, что раздавит его. Честно сказать, я не знаю, чего можно ожидать от нее, но раз уж она так сильно самоуверена в своих силах, и зная, кого тот же владыка демонов и его слуга смогли сокрушить, наверняка она будет то еще занозой в заднице. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.